Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать, как сделать из передних противотуманных фар дневные ходовые огни на Ford Focus. Вот у меня они вот так вот выглядят. Ну, кто видел видео, у меня их не было, я их поставил заново. Они у меня в автоматическом режиме. Что значит автоматический режим? Вот сейчас это работает двигатель, да? Сейчас я двигатель заглушу. Что означает автоматические дневные ходовые огни? То есть при включении зажигания они автоматом зажигаются. При включении габаритов, фар, габариты, знаем, включаются автоматом с фарами, по крайней мере, на всех современных машинах, они гаснут. То есть ни один инспектор к вам не придерется. Почему у вас, если вы делаете из противотуманных фар ДХО, почему они работают в режиме ДХО? Потому что у вас они автоматические. Вам, говорю, никто ничего не скажет. Итак, как это выглядит? Включаем зажигание. Заводим машину. У нас остался гореть. Видите? Значок внизу, который обычно на приборной панели указывает передние противотуманные фары. Значит, они горят. Они у нас как ДХО работают. Смотрим. Да, так и есть, они у нас горят. Включаем фары. Значок поменялся, видите? Горит значок, это значок габаритов, но он означает фары. Тот знак погас. Фары загорелись. Противотуманные фары, наши ДХО погасли. Вот такой алгоритм их работы. То есть вы ничего не должны сами включать, у вас они автоматически включаются и выключаются, когда вы управляете освещением автомобиля. То есть темно, включили фары, они погасли. Еще раз, ни один инспектор к вам не придерется. Единственное, что у меня стоит дополнительный блок. Я его поставил, ссылку на магазин, где я его купил, я вам внизу размещу. Это не обязательно для этих, это можно поставить на любую машину. Сейчас я покажу, сниму фару, покажу этот блок. Что он делает? Когда падение напряжения происходит ниже, по-моему, если не ошибаюсь, 12,8 вольт, посмотрите в описании. То есть, когда у вас двигатель заглушен, не работает генератор, или может быть у вас там проблема с генератором, чтобы аккумулятор не посадить, ниже определенного порога напряжение падает, через 20 секунд он отключает подачу питания на наши противотуманные фары. 22 секунды, кажется. Вот, смотрите. Включили зажигание. Да? Так. Выключили фары. Фары выключили. Включаем зажигание. Но не заводим двигатель. Напряжение у нас маленькое. Они загорелись. Вот, считайте. 20 секунд. Вот можно пока выйти. Посмотрим. Вот они горят. Сейчас они должны отключиться. Вот. Они погасли. То есть у меня и здесь свой блок на эту фару, и на той фаре тоже стоит блок. Сейчас я сниму фару, покажу вам этот блок. Кто хочет, может его не ставить. Вот он, этот блок. Я его там прицепил стяжкой, да, там замотал изолентой. То есть вот отвод от косы. Разъем, потом вот этот блок со своим предохранителем, и вот сам блок уже подключается к самой фаре. То есть, в принципе, вот этот блок, да, можно поставить на любой автомобиль. Не обязательно Ford Focus. То есть, если у вас вообще нет дневных ходовых огней, вы хотите поставить, вы ставите любые лампы, светодиоды, неважно. Через этот блок подключаете напрямую к аккумулятору плюс и минус. Ставите только выключатель, да, включите дневные ходовые, не включите, если не автоматически. Так, главная доработка — это вот этот блок. Нам нужно в этом блоке поставить релюшку. Вот она у меня стоит. Нам надо соединить определенные провода. Покажу сейчас распиновку вот этого разъема.
Так вот, нам нужно с помощью реле, ну вот оно, сама реле, вот она, это колодка, она легко у меня приклеена, это колодка реле, вот она, да? Это стандартная типовая автомобильная реле. То есть нам нужно соединить что? Чтобы при подаче зажигания, то есть включение зажигания, плюс пошел на провод передних противотуманных фар, то есть которые у нас работают в режиме дневных ходовых огней. А при включении габаритов будет пропадать напряжение. То есть реле будет отключать подачу. То есть вот наше реле, да, вот контакты. Вот, если можете смотреть, да? Вот они. Так, номера. 87-е, 87А, это центральная. Это у нас 85-я, 30-я и 88-я. Так, вот смотрите, да, еще раз. Колодочный разъем, да? Основной наш разъем это 87А. Он идет, подает питание, вот он провод, вот он. По схемке я вам показал. Вот видите, зелено-синий. Это передние противотуманные фонари. Вот он, да, вот он идет. Центральный разъем. Это у нас на релюхе 87А. 85-й запитывается на минус. Вот он, видите, минус. Ну, не обращайте внимания, это у меня на магнитолу подключение, там еще питание. Вот, вот 85-й разъем, вот он. Давайте я тут включу. Вот он, 85-й. Вот он. Идет на минус. 87А, центральный разъем, идет на передние противотуманные фонари. Зелено-синий. 30-й, нижний. Это у нас идет на плюс, когда появляется зажигание. Вот оно. Вот видите? Проводок. Вот он. Это у нас зелено-красный. Ну, у меня, по крайней мере, по схеме. То есть, что получается? Когда мы включаем зажигание, на зелено-красном появляется плюс, реле срабатывает и подает питание на зелено-синий, то есть на передние противотуманные фары, которые работают в режиме дневных ходовых огней. Когда включаете габариты, это вот этот канал красный, да, видите, это у нас разъем, еще раз, 85-й. Вот провод габаритов, он у меня синий-коричневый, видите, вот он. Ну, у меня к нему подключен еще через релюху освещение магнитол. При появлении на этом проводе питания, при включении габаритов, реле размыкается, и подача плюс при зажигании не происходит, то есть реле размыкается и не подает на провод зелено-синий. То есть ничего сложного нет. Ставите реле так, чтобы при включении зажигания плюс подавался на передние противотуманные фары. При появлении плюса на габаритах подача прекращалась. Ну, вот, в принципе, все по подключению, как сделать автоматические дневные ходовые огни. То есть вся работа с вот этим блоком, если у вас уже установлены какие-то дневные ходовые огни, неважно, может быть, вы поставили другие, не обязательно противотуманные фары, возьмете просто с разъема, с контакта, короче, снимите. Либо, да, если вы хотите оставить противотуманные фары в режиме, чтобы они работали, как и должны работать, а у вас, например, стоят другие, какие-нибудь светодиоды поставили, другие излучатели, да, другие лампы. Просто кидаете провод, ну, два провода, плюс и минус, да. Минус показал где?
а с релюхи ставите не на зеленый-синий провод, да, который идет на противотуманные фары, а кидаете на провод из ваших светодиодных излучателей. Все. То есть будет так же работать. Включите зажигание, не загорятся, включите габарит, они погаснут. А противотуманные фары будут работать в том режиме, в котором они у вас работали, если они у вас изначально стояли, и вы не хотите вообще их трогать. У меня просто их не было, вы знаете, да, я поставил и сделал так. Вот, в принципе, и вся работа. Если вы сами, ну, с электрикой не очень дружите, да, там, попросите кого-то, кто дружит, знакомых, там, подключить реле, прикрутить, ну, лучше, конечно, припаять, но можно с хорошей скруткой сделать, прикрутить к проводам. Покажете схемку. Они поймут, это работа на 10 минут. Всем пока, спасибо, что посмотрели. Пишите в комментариях какие-то вопросы, я отвечу, всегда всем отвечаю, никого не игнорирую, со всеми имею контакт. Всем пока, до новых встреч.